Привет, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем ознакомление с чаем острова Тайвань. Сейчас мы находимся в одной компании, которая занимается в основном финальной стадией обработки чая, то есть пропеканием. У них аккумулируется очень большое количество самого интересного, скажем так, чая, в том числе и некоторых конкурсных образцов, которые только поступают не в коробочках, когда цена становится во много раз дороже, а просто в виде рассыпного чая, когда человек, как и я, в принципе, делаю, также и хозяин этой компании, он тоже покупает самый лучший продукт фермеров в виде полуфабриката, потом его дорабатывает, и он оказывается у нас. Сейчас мы будем дегустировать очень большое количество высокогорных улунов. Я на самом деле тоже поддерживаю стратегии, сотрудничаю с максимальным количеством самых разных людей с разным подходом. То есть бывает, что это и просто маленькие фермеры, которые делают там 1-2 сорта, бывает, что это какие-то компании, которые сами заказывают какой-то чай, который ты сам, в принципе, не найдешь, как бы ты там по горам не лазил. Поэтому я везде всегда все сравниваю и потом выбираю, естественно, самое лучшее, как еще. И мы таким образом имеем очень разнообразную линейку. В этом году хочется пройтись по тайваньцам серьезно, потому что мы немного тайваньцев закупили прошлой осенью, и поэтому сейчас хочется сделать ассортимент побольше, скажем так. Будем дегустировать сразу, пока у меня тут получается 7-8 сортов, 9 сортов улунов, смотреть, что из них получится. Вот это прям какой-то, как будто чуть ли не прошлогодний даже. Нам повезло очень сильно, буквально вот в эти 2 дня сильно улучшилась погода, и последние 3 дня, как говорит хозяин, очень хороший чай. Это в том числе, почему вчера, когда мы были на Шэньси, нам повезло, нам дали позавчерашний чай, который оказался во много раз лучше, чем те чаи, которые мы пробовали нашего друга в Дундине. За исключением 2 других чаев, которые были сделаны ранее. Была плохая погода. Погода – это важнейший вообще фактор для чая, поэтому это тоже одна из причин, почему мы здесь. Почему все надо пробовать всегда. Какой бы хороший технолог ни был, если ему принесли плохое сырье, то ничего он с этим сырьем сделать не может. Так, мне дали кипяточек. Поехали. Сейчас мы сделаем, наверное, где-то, я думаю, что 4 минуты. Потому что если мы сделаем 6 минут, то будет слишком крепко. Самый стандарт – это 3 грамма 6 минут. Тайваньцы так любят делать. И вчера я так заваривал в Дундине, но сегодня мы решили сделать 4,5 грамма, 4 минуты. Немножечко покрепче будет. Я все-таки при крепости чай быстрее раскрывается и лучше понятно, что к чему. Так прям ощущаю себя тестером. На самом деле очень удобно все-таки, когда вот это все есть, потому что быстро, качественно, все понятно. Абсолютно точное сравнение. Часто в полевых условиях, когда там гайвань есть просто или самое такое обычное заваривание, оно все-таки сложнее сравнивать чай. Именно сравнивать. Определить, плохой он или нет, легко, в общем-то, любым способом. То есть часто можно и просто в кружке заварить там, или в стакане, когда ты зеленый чай пробуешь. Понять, плохой он или нет, можно. А вот сравнить между собой очень похожие чаи гораздо сложнее. А вот здесь как раз именно важно то, что тайваньские улуны, они особенно для человека менее опытного или только-только, который начинает увлекаться чаем, для него они вообще очень похожими кажутся часто, потому что метод обработки именно цейсин улунов, они единообразны, скажем так, да, и отличаются просто место произрастания, немножко культивары, есть сорта, конечно, тоже разные, но часто, как вы вчера сравнивали, несколько, 5 дундинов, да, вообще одна деревня, один чай, немножечко отличается обработка, и нужно сравнить. Вот поэтому сейчас мы будем сравнивать чай. Аромат уже можно оценить. Там такая огуречная нота у этого чая. Тут причем, кстати, я сам не знаю, что это, и специально не знаю. То есть просто номер, и все, и пакетик. Ни цену, ни грейд мне никто не рассказал. Так, что там у нас? 2 минуты. Сейчас будет 3 минуты. Такие вот таймеры в таких подвесочках используются на конкурсах здесь, на Тайване. Время конкурсов тоже можно наблюдать. Вот все, 4 минуты пошло. Сергей, иньюда. Я сказал, что Сергей. Рассказываю китайцам, почему меня зовут Сергей. Если просто перевести Сергей в гугле, то получится Сергей, собственно, мое имя.
На самом деле таких сигарков, естественно, в Китае огромное количество, это ну, просто имя. Поэтому очень многие наши русские, кто не знает китайский, когда я приезжал в Китай первый раз, у меня тоже китайский был практически на любом уровне. Я просто в Google забил Сергей, перевел это и получилось, собственно, вот это вот имя Сергай, на котором успешно ржут все китайцы, потому что это очень смешно звучит по-китайски. Так, ну что, смотрим, что же тут. Какой-то ароматик у него не очень сильный. Ну да, сейчас зато сегодня был заварили покрепче. По крайней мере, то, что хорошее, будет понятно сразу, что оно хорошее. Вот какой-то очень травянистый. Тоже. Так тоже. Сзади сейчас на дальнем фоне китайцы обсуждают. У нас пришли два клиента к директору фирмы, в которой мы сейчас находимся, и обсуждают. Ну там в России, там вот это, в России то. Так забавно. Нет, мы в принципе для них забавные. Потому что не так много иностранцев тут. Ну, господа, приглашаю попробовать. Юр, давай, Володь. Ну что, какие тебе больше понравились? Два этих, да? Второй и вот этот. Вот этот? И какой? И вот который голубенький пакетик. Голубенький пакетик, да? И голубенький мне тоже Он просто понравился. отличается от всех. Да. Да, голубенький, вот этот мне тоже нравится. Да, вот это очень хороший. Так, ну вот, мы пропили первые 9 улунов. Из них выбрали 4. Остальные там было 3 таких откровенно слабых, но остальные просто они такие слишком обычные и не выделяющиеся. Поэтому мы решили выбрать самые лучшие. Естественно, зачем нам обычные и не выделяющиеся, когда можно взять необычные и выделяющиеся. Ждем следующую партию чая пока. Раздарили все книжки, надо сказать. Было у нас 10 книжек с собой. Осталась, по-моему, только одна. Одна, Юра, да, осталась книжка у нас? 2. Отлично. Потому что у нас сейчас будет собрание фермеров, и там нужно точно обязательно оставить что-то для них. Продолжается дегустация. И мы сейчас будем пробовать, во-первых, хуньюй, жиюэтан, красный чай с озера Луны. Вот у меня 4,5 грамма как раз. Это у нас самый первый. Начнем отсюда, пускай будет здесь. Так, это у нас хуньюй, красная весна. Тоже редкий довольно чай. Не хуньюй. Везде, в каждый пакет на Тайване всегда, даже в такой самый маленький, кладут абсорбент, вот, потому что здесь очень влажно. Как-то у них немного в этом году чая. Объективно даже мне, хотя я небольшой любитель именно светлых улунов, я больше люблю пропеченные лао-ча, но даже мне не хватило. Мы выбрали из первых 9 только 4, и вот еще 2, которые не факт, что нам зайдут. Так что, видимо, нам предстоит еще много дегустаций в этот раз. Еще один красный. Мисян улун, медовый улун. Мисян хунча, он же. В прошлом году был очень хороший. Посмотрим, что получится в этом. Парочка улунов. И Дунфан Мэйжэнь под конец. Для полного счастья, как говорится. Дунфан Мэйжэнь прям такой образцово-показательный. Большим количеством почек. Некий новый красный хуньюнь. Есть хуньюй, а это хуньюнь. Разные все-таки. Медовый, красный, хуньюнь, руби, Дунфан Мэйжэнь, хотя это улун, но вместе они все-таки похожи немного больше, чем, скажем так, светлые улуны. И еще парочка светлых улунов. Того у нас 6 сортов. Следующий заход. Поехали. Ну, смотрим. Какой-то чаек будет у нас очень крепок. Скорее всего, это будет красный, потому что я положил много. 4,5 грамма для красного. Наверное, красный мы отпустим на 3-й минуте. Естественно, самый мощный аромат у руби. Вот, Дунфан Мэйжэнь тоже очень хорош.
Аромат хороший. Это Хунь-Юнь, не понял. Новый сорт красного. Какой-то он аромат слабый очень. У медового, естественно, медовый аромат замечательный. У луны простые. Тут вообще никакой. Посмотрим. Ну, по аромату, по крайней мере, первичному такие ощущения. Но, видимо, потому их сразу не пронесли, потому что они явно не из топовых. Ну, вот. Ну, красный я уже солью на 3-й минуте. Уже готово. Луны еще немножко поддержим до 4 минуты. Аромат у Дунфана очень хороший. Аромат появился у первого чая тоже. Дунфан Мэйжэнь пуцо. Это красный чай. Это Дунфан Мэйжэнь, Улун, восточная красавица. Мне тоже понравился. Руби мне тоже понравился. Но у нас есть очень хороший. Вот эти вот крайне желтый, по-моему, ничего, луночка. Неплохой. Неплохой, да? И оба хорошие. Оба хорошие. Ну что, вердикт второй партии чая у нас такой, что мы поняли, что хороший Дунфан Мэйжэнь, поняли, что неплохой Руби. Но будем его сравнивать с тем, который мы купили в Наньтоу у фермера непосредственно. Потом неплохой медовый. И два улуна, в принципе, тоже неплохие. То есть вся эта коллекция в целом из 6 чаев, 5 достойных, ну так, 4 очень достойных, 5-й, я думаю, надо еще подумать. Так что мы сейчас, я думаю, что завершим здесь дегустацию, будем двигать дальше. Всем счастливо, приятных чаепитий.